спирает дыхание от невероятности ощущений. А на каждом углу таблички тебе просто угрожают. Не ходи, военные, оружие. Ты только представь, что вот этот город, он был полон жизни, а сейчас в нем просто нет ни одной души. Знаете, есть места, в которые ты приходишь, смотришь, фотографируешь и уходишь. А есть места, которые тебя не отпускают. Не потому что красиво, а потому что чувствуешь, что здесь еще что-то осталось. Что-то, чего люди не успели с собой забрать, когда убегали. Вороша – это 39 тысяч человек, которые ушли за одну ночь в 1974 году. Думали вернуться через 3 дня, но не вернулись до сих пор. Я долго не мог понять, почему. Оказалось, все намного сложнее, чем просто война. И сегодня я вам это покажу. Чтобы ты понял, что это за место, давай-ка на секунду вернемся на 50 лет назад. В начале 70-х Вороша была не просто курортом, это была жемчужина Средиземноморья. Сюда приезжали первые лица того времени. Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Ричард Бёртон и многие другие. 700 тысяч туристов в год. 700 тысяч, только представь, в одном городе. Небоскребы отелей вдоль 3-километрового пляжа. Самое модное место на всем острове. Монтируя это видео, я нашел человека, который участвовал непосредственно в этих событиях, защищая свою родину от турецкого вторжения. На камеру он говорить отказался, поэтому я просто вам зачитаю его историю цитатами через весь выпуск. В 1974 году мне было уже 25 лет. Я был 2 года как женат и играл за национальную сборную по футболу. Когда меня мобилизовали, отправили на флот, в район Богос, совсем близко к городу Фомагуста. Это не была моя работа. По возрасту просто призывают служить. А потом, за одну ночь августа 74-го, все это закончилось. Люди бросили еду на плитах, машины на подъездных дорожках, на парковках, платья в шкафах. Думали на пару дней, а оказалось навсегда. И вот тут начинается то, чего я сам не знал, пока не начал копать. Город не просто опустел. Его специально оставили пустым. И за этим стоит расчет настолько холодный, что когда я понял, у меня мурашки пошли. Но об этом, когда дойдем до самого города. А сейчас смотри, куда я иду. Вот это для меня и есть самое жуткое. Не разрушение, а то, насколько это все ощущается обычным. Вот именно вот этот город, по нему гуляешь, и он похож на совершенно обычный город. Это мог быть мой, твой, любой город. Подними голову, посмотри, на фоне чего я стою. Это многоэтажные дома. Деревья растут сквозь балконы. Растения пробираются внутрь зданий. Представь, как ты оказываешься внутри, ходишь по ним и видишь чью-то остановившуюся жизнь. Вещи, мебель, шкафчики, техника, кухня, столы, стулья, платья, одежда. Я уверен, многого из этого, конечно, уже нет, но оно в какой-то момент выглядело именно так. Просто представь, как выглядит брошенный город. Как будто люди и исчезли. Я не знаю, по прямой аналогии у меня это ассоциируется только с Чернобылем, где тоже сквозь город прорастают деревья. Никогда прежде такого не видел. Многоэтажные здания, многие из них как будто на стадии строительства еще были покинуты.
Я хотел в этот город попасть уже года полтора. И все откладывал этот момент. И вот сегодня я здесь, и впечатления превзошли те, которые я ожидал получить от этого места. Реально ощущение, как будто жизнь остановилась тут. Окей, теперь давай разберемся, почему вообще все это произошло. Официальная версия простая. Лето 74-го. В Греции тогда у власти были военные диктатуры. И они устраивают на Кипре переворот. Свергают президента, чтобы присоединить остров к Греции. Турцию это не устраивает, потому что на Кипре живут турко-киприоты. И Турция вводит свои войска, дабы защитить своих жителей. Формально, да, повод. Это было что-то такое... шок. Просто осознать, что происходит. По радио были объявления на весь Кипр, что мы должны как можно скорее быть в своих частях, чтобы защищать остров от вторжения. Когда мы туда добрались, это был тот момент, когда высаживались парашютисты. С турецкой стороны, конечно, и бомбили районы. В тот момент нам стало так страшно, и мы не могли поверить, что уже идет война. Если копнуть еще глубже, то история становится только интереснее. 1974 год. Это разгар холодной войны. Здесь стояли секретные базы, которые следили за Советским Союзом. И США боялись, что Кипр как бы вильнет влево, и он подчинится Советскому Союзу, к Москве. И тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер делает ставку. Турция для него важнее Греции. Более сильный союзник по НАТО. И когда Турция собралась вводить войска, Киссинджер не остановил. По сути, это молчание как бы давало добро. Когда мы заняли свои позиции, все мы просто пытались осознать, что происходит. И мы поняли, что на самом деле мы в очень большой опасности. Потому что мы ничего не знали о том, что такое война. Это было странное чувство. Наши мысли, наш разум, они были с нашими семьями. Мы пытались спасти себя, пытались как могли защитить свою страну. И мы не могли поверить, не могли понять, удастся ли нам вернуться домой, или мы умрем в следующую минуту. Вот здесь и есть зацепивший меня момент. Эти люди, вот эти, которые тут жили, в этих всех домах, ушли отсюда не просто из-за войны двух соседей. Они оказались пешками в игре, которая решалась за тысячи километров в кабинетах, где про Ворошу даже не думали. Но даже не это самое тяжелое. Война, которая заставила их убежать, она длилась недолго. А вот город стоит пустой уже 50 лет. Почему его не заселили? Не отстроили. Турция оставила Ворошу пустой специально, как козырь. Другие районы заселили и заселили турецкими людьми. И их уже отдать будет, сложно, люди живут. А Вороша пустая, ее не заселяли. Значит, ее можно в любой момент вернуть, в обмен на что-то в переговорах. Людей оповестили некоторые члены правительства, подталкивали вернуться в Фомагусту. Говорили, что там никого нет, нет турецких войск. Мои друзья, которые были в бою в Вороше, говорили, если бы наши войска там остались, никто бы не вошел в Фомагусту с турецкой стороны. Город был бы под защитой. Но им дали приказ оставить позиции, уйти. А мирные жители вернулись и попали в заложники. 39 тысяч жизней. Превратили просто в козырь, в фишку на столе, чтобы разыграть. И в итоге никаких переговоров так и не удалось успешно провести. И этот самый козырь так и остался неразыгранным. Когда Вороша начала становиться пустым городом, все люди пытались уйти, искали безопасное место, защитить свои семьи, своих детей. Были очень путанные, странные указания от руководства про путь, по которому людям велели идти. И из-за этих неверных указаний многие попали в ловушку, потому что турецкие войска были уже там. Многие до сих пор числятся пропавшими. Получается, 39 тысяч жителей домой не вернулись не потому, что нельзя, а потому что просто их дом кому-то выгоднее держать пустым. Очень интересно. Наверху
я видел женщину с полотенцем на голове. Я не знаю, видно вам или нет, но я ее сейчас вижу. Прямо над зеленым деревом, вот там в окне. Очень странно. Ребята говорили, что снимать нельзя, но вот здание, на котором красная какая-то покрывало висит, оно явно жилое, полностью. А вот там солдатики ходят, их нельзя снимать. Надо копнуть этот вопрос, почему? Почему в этой зоне есть жилые дома? И кто в них может жить? И почему? Почему в заброшенном городе кто-то живет? Тут же наверняка уже нет ни коммуникаций, ни водопровода. У меня очень много воспоминаний о Вороше, о Фомагусте. Я там учился, я там работал. Я знаю в Фомагусте каждое место. Когда мы поняли, что больше не сможем быть в Фомагусте, это было самое странное и тяжелое чувство. Когда я впервые попал в Фомагусту потом, это было самое грустное, потому что все изменилось абсолютно. Фомагуста, ты должен знать, была жемчужиной Средиземноморья. Честно, я не выдыхаю не потому, что я устал, а у меня просто спирает дыхание от невероятности ощущений. Это однозначно стоит посетить. Есть еще один интересный нюанс. Южный Кипр не признает Северный Кипр никаким образом. Если ты, например, из стран СНГ прилетишь на Северный Кипр и решишь вдруг пойти на Южный прогуляться, то такое пересечение границы будет считаться незаконным и возникнут серьезные проблемы. Поэтому, если ты хочешь побывать на Южном, то нужно лететь прямиком на Южный, а с него уже путешествовать на Северный. Только так. А уж если ты прилетишь на Северный Кипр, то там и оставайся. Вот это дизайн. Блин, прикинь, красота какая. Жалюзи, там полукруглая кухня. Я так представляю. И вокруг нее такая терраса. Да, жаль, что такие винтажные проекты пропали. Смотри, какие интересные винтажные архитектурные решения. Домик с нижним этажом. Первый этаж. И, я так полагаю, большая терраса наверху. А тут мостик через этот подземный этаж, чтобы попасть в дом. И еще один мостик. И лестница вниз. Представь, как это выглядело, когда здесь жили люди. Вход в дом по такому мосту. Вот тут солдатская вывеска говорит: проходить нельзя, запрещенная зона. А тут, смотри, вообще дом полностью ниже уровня земли. Интересно, каково им там было жить в гроте. Тут какой-то магазин, наверное, был. Аппарат внутри стоит, как будто игральный. Эдельвейс. Кафе Эдельвейс. Такие места, они что-то меняют внутри. Взгляды на людей, на политику, не знаю. Здесь дело не в том, что люди оставили, а в том, что у них отняли. И не война отняла, а расчет. Холодный, спокойный расчет людей, которые никогда в глаза не видели этот город. У меня очень много воспоминаний обо всем городе, каким он был раньше. Я старался работать над собой, чтобы не носить эту тяжелую печаль в груди. Я уверен, что все это было по сделке. И вот этого я простить не могу. Если бы не это,
Может, мы до сих пор бы жили вместе с турецким народом. Самое грустное в этой истории – пропавшие без вести, которых до сих пор не нашли. 39 тысяч человек до сих пор где-то живут. Постарели, у них есть внуки, дети, может, даже правнуки у кого-то есть. И где-то в ящике стола лежит ключ от квартиры, в которую они так и не вернулись. 50 лет город ждет хозяина. Боюсь, он их так и не дождется. Если досмотрели до конца, я искренне от души вас благодарю. Для меня это правда много значит. Спасибо, друзья. Будем на связи. До следующего выпуска. Наше путешествие по острову Кипр продолжается.